Еще раз, тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, система обобщенного управления вечным развитием. В данной теме я показываю, каким образом человек, имея совершенно различные, например, принципы, методы, системы, точки зрения, обобщает управленческим путем разные системы, средства и методы управления и реализовывает именно технологии вечного развития, то есть фактически свою собственную вечную жизнь или других людей в том числе. Поэтому в данной теме необходимо рассматривать, во-первых, как общую конфигурацию управления, когда, скажем, свет различных уровней реальности, идущий в восприятие человека, этот свет характеризует то, что тот путь, который он себе строит в управлении, этот путь, он точный, правильный, и человек, в общем-то, себе гарантирует, что он будет вечно развиваться. Вот здесь фактически речь идет о том, что из обычного восприятия человека строится его линия вечной жизни, вечного развития. В связи с этим необходимо рассмотреть определенный фундаментальный статус человека с точки зрения действия Бога или, так скажем, состояния самого Бога. Если мы, рассмотрим состояние Бога, то для него понятие вечности – это определенная, чувственная величина. Если рассмотреть принцип бесконечности, это определенное мнение, впечатление, то, что он сам создал. Для Бога внешнее, бесконечно внутреннее – это одно и то же. И когда внутреннее действие – это свершенное для человека, например, мышление, чувство, для Бога это то же самое действие, единственная разница, когда он рассматривает себя в качестве человека, то он путем волевого управления структурирует внутреннюю систему, то есть делает, как у человека. И поэтому, когда, например, мы рассматриваем такой процесс, что для человека, который рассматривает, например, бесконечную, более раннюю жизнь, например, просто человек берет и рассматривает, например, простую позицию, что есть предварительное какое-то бесконечное количество времени. Ведь логически это вечное время. И получается, что огромный массив вечного времени реализуется в текущем состоянии, Но вечное количество времени исключает, вообще говоря, конечный процесс. То есть на этом фоне, если осмыслить всю вечность, любой конечный процесс, он исчезает. И если, например, воскрешенный рассматривает реальность вечности прошлого, то у него может быть выведена мысль о том, что было прекращение его жизни в биологическом понимании. То есть он может фактически выйти на тот уровень познания, когда его душа воспринимает жизнь так, как у человека, который не умирал. И получается, что исходя из этого, уровень взаимодействия сближается с любым другим человеком, не умиравшим. Так вот, исходя из этого, можно сказать, что вообще говоря, технологии именно, например, вечного развития в условиях, предположим, в том числе всеобщего воскрешения, в условиях вообще восстановления любого объекта информации, не только, например, воскрешение человека, а то, что могут быть восстановлены любые созидательные системы, которые существовали ранее в бесконечном уровне. Здесь эта система приводит к тому, что в принципе человек, подобно тому, как Бог строит познание посредством восприятия вечности для самого себя, человек создает вечность путем внутренних поступков, внутренних ресурсов, где элементом некого преображения информации является его собственное восприятие, в центре которого он может рассмотреть себя, прежде всего. Если человек себя рассмотрел, то вся внешняя информация попадает к нему, и получается вся, скажем, вечная структура развития преобразует через физическое тело. Но прежде всего, чтобы точно рассмотреть себя, надо определить позицию собственных задач. То есть не каждый человек будет вообще заниматься собой, так скажем, подробно, потому что он больше ориентирован часто на внешний мир, спасатели в основном занимаются спасением и так далее. Поэтому получается, что
исходя из этого, чтобы структура именно обобщенных как бы сигналов разных вечного развития приводила к некой интегрированной вечности, так скажем, необходимо рассмотреть различные позиции как бы разных связей между человеком, восприятием человека и тем, как Бог дает разные пути человеку вечного развития. То есть за один и тот же промежуток времени человек, в принципе, получает много сигналов вечного развития. И получается, что если, например, он эти сигналы дифференцирует воедино, он получает более мощный импульс, получается, для своего вечного развития. Так вот, чтобы импульс был, например, бесконечным, что гарантирует, да, вечное развитие человека в текущий момент времени, то есть что с человеком, например, ничего не происходит, он практически реализует любое управление при любом сочетании событий, мы должны в единицу фактически его действий как бы ввести достаточно высокую концентрацию управления событиями. То есть любое действие данного человека — это есть уровень, который в любом случае реализуется позитивно для этого человека. То есть статус события такой, что мы успеваем в любую структуру фактически ввести элемент вечности, где есть позитивный как бы уровень развития событий. Получается, что взаимопересечение вот этих оптических лучей вечности, да, взаимоконцентрация — это уровень, который фактически должен быть как бы самовозрастающим, саморегенерирующим каким-то таким уровнем, то есть другую оптическую ветвь. И возникает такой элемент, как значит, увеличение интенсивности управления до создания статики отдельного луча оптического, ну, например, того, который характеризует жизнь человека. И вот если мы такого уровня управления как бы добиваемся путем познания, ведь здесь достаточно только, кстати, познать, что существует такой уровень, то практически видоизменить жизнь невозможно человеку. То есть он живет и все. То есть речь идет о том, что за счет внешней оптической системы, как бы внешних излучений, там, воздействий, основной оптический луч, он при этом становится неизменным. То есть свет значит, начинает фактически наполнять свет. Такое, может быть, оно физически правильно, как увеличение интенсивности, да? На самом деле это просто свет, например, жизни наполняется внешним элементом разных элементов событий, которые тоже несут свет. И получается наполнение максимальное. Вот если мы рассмотрим любое там пространство возле такого элемента, как жизнь человека, такого события, да, то получается, что все прилегающее пространство наполнено, вообще говоря, однотипным светом. Потому что, чтобы двигаться, например, в пространстве уровня светового управления через концентрированное, да, плотное физическое тело, нужно, чтобы тело осознавало природу внешней реальности как бы в полной интеграции. Где какой свет существует, куда он смотрит, там, какой векторный уровень света. И если рассматривать любую молекулу внешнего мира как источник, скажем, вечности, да, или там технологии вечности, ведь человек, если рассмотрит там ту же молекулу, он может, в общем-то, определить, что она существует практически все время в определенной точке пространства, значит, в виде какой-то там универсальной величины. То есть элементы вечности существуют фактически у человека везде. И вот если на уровне значит, управления рассмотреть, как двигается вообще человек в информации, как таковом так, уровне, да, например, волновой принцип рассмотрим, то видно, что тело, как раз-таки тело физическое, это проявление совокупных систем вот этих всех информационных свечений. То есть концентрированная оптика дает конкретные параметры физического тела человека. И поэтому, когда, например, человек там, по наследственной линии, да, рождается определенными, значит, уровнями, там, предположим, такими, как внешние признаки, а здесь получается, что вот сами черты лица человека или там его характер — это уровень, в принципе,
достаточно четко обусловлены, ну, как предшествующими поколениями, да, так и в определенной степени структурой внешней среды. То есть, ну, почему люди там не похожи полностью друг на друга? Потому что вот влияние внешней среды, где структурно да, видоизмененные оптические параметры дают изменение внешности по структуре именно вечного развития. Вот почему, если разница в вечности, значит, есть даже такое понятие, как разница в структуре восприятия вечности. Здесь видно, что именно развитие одного человека конкретного, значит, определено как раз-таки разницей только с той точки зрения, что именно человек развивается вечно. И поэтому он имеет разный структурный уровень, значит, разное время. Ну, предположим, почему, например, такой вопрос, если просто формально взять и задать, почему Бог не сделал так, чтобы все родились сразу и себе спокойненько жили, да, бесконечное время? Потому что если исходить из этого, то вот следующая структура вечности возникает в динамике от одного состояния к другому. То есть, например, человек, который родился, там, рождается следующий человек, его там родственник, да, и вот разница между первым и вторым рождением — это как раз-таки полная, значит, система управления для родившегося человека с точки зрения того, что именно он так отличается от, например, там, родителей или родственников, потому что ему и определен путь именно вечного развития, то есть его физическому телу. То есть через физическое тело человека можно, значит, получается, просмотреть практически все системы его реализации, кто, например, там, родственники, а также посмотреть как бы траекторию, показывающую, куда развивается его физическое тело с точки зрения вечности. И вот если человек осознает свою структуру, ну, например, в информационном или там, в собственном восприятии с наследственным как бы уровня управления, или не обязательно только с наследственного уровня управления, но может быть это, скажем, контакт событийный, вот, например, там его родственники контактировали в информации, да, прошлого с определенными системами, то получается, что мы имеем очень интегрированный уровень управления от текущего там состояния человека, потому что родственники, которые когда-то, значит, ну, работали на управлении, контактировали с другими людьми, здесь возникает, ну, некий такой ну, уровень управления информацией, похожий, ну, например, там, может так выразиться, как некий там пылесос, который втягивает уже не пыль, конечно, но некую информацию втягивает в структуру как бы прошлого, где вот есть определенный центр, который означает вечность прошлого развития. Ведь, по сути, все прошлое имеет в корне тоже определенную структуру вечности. Прошлое уже осуществилось, считается оно вечным, но прошлое — это умозрительный как бы уровень человека. Просто линейное разделение времени, ну, скажем, на составляющие, да? Поэтому, если мы рассмотрим уже интеллектуально, как бы, можно так сказать, структурно-интеллектуальную систему, где звуковая форма меняется, например, через структуру будущего, то есть в будущем там другой звук. Вот если мы посмотрим, например, структуру слов, как они вообще произносятся с точки зрения будущего, да, они или убыстряются, или там, вот как пластинка там заводится в более высокую скорость. И получается, что мы имеем, логически понятно, там, ну, больше событий, да, они концентрированнее становятся, поэтому и звук быстрее. Ну а если звук взять и еще сильнее завести эту пластинку, посмотреть далеко в будущее, тогда во что превращается этот звук? Звук превращается тогда в слова, во-первых. То есть опять вырисовывается слово, и уже мы либо можем произнести его определенным образом, каким-то образом, да, выразить этот звук, либо мы можем, предположим, там мысленно, значит, представить какой-то уровень управления в будущем и рассмотреть
что этот уровень управления таков, что мы имеем, например, возможность создать там любое слово, любое действие, любой звук самостоятельно. То есть обратное действие, идущее к нам там, из светооптики будущих процессов, рождает текущее управление сейчас. Так вот, если рассмотреть вообще бесконечную систему развития, да, мы говорим именно о вечном развитии, фактически мы говорим как бы о гарантиях вечного развития человека при любом сочетании событий. И используем для этого обобщенную структуру. Вот есть некая информация, да? Она гипотетически, ну, явно видно, что она та, которая не свершится, да, отрицательно. То есть есть такие формы информации, как некий там балласт, который существует, информация по однотипному признаку. Например, там можно сказать, что можно порезать палец. Ну, теоретически можно порезать, но это не обязательно, что человек его порежет когда-либо. И, тем не менее, такая информация существовать может, да? Значит, вот человек в этой информации обязан на это среагировать, как бы хотя бы определив статус, насколько она, эта информация эффективна, целесообразна и к нему относится, вообще говоря. Как только он понимает, что это всего лишь навсего форма информации, да, а не само действие, то очень четко он может, ну, как бы дальше действовать в зависимости от того, что он хочет, но при этом он может не использовать как бы ту информацию, которая не имеет для него значения. То есть с ним это не произойдет. Но вот пройти через эту информацию в будущем он все-таки должен, ведь для будущего развития принципиальным является то, что должна быть контролируемая область его развития. То есть любое его действие должно быть таким, что он практически осуществляет полный контроль за любым событием, и даже за событием, которое было несущественным, но, например, там он не хочет порезать ни при каких условиях палец, тогда он должен, ну, с точки зрения вечного развития, он должен к этому стремиться и должен очень четко это событие как бы вывести на план, который не осуществится. И, значит, есть заведомо факторы управления, которые не осуществятся, и, в принципе, с ними нет смысла заниматься, но, тем не менее, ну, как бы даже не то, что тем не менее, а вообще говоря, существует просто общий подход. Вот как в условиях развития человека, ну, при условии, что существует там старение, существуют определенные дела и так далее, и каким образом все-таки сохранить именно вечность в физическом теле, да? Так вот здесь возникает как раз-таки уровень состояния души или там, скажем, свечение души, внутреннее свечение души, возникает, которое начинает практически показывать, что и каким образом у человека развивается с точки зрения его именно будущих событий. То есть получается, что душа начинает светиться. Вот здесь вот важный уровень управления, где вы начинаете видеть, как светится ваша собственная душа. Как только вы ставите задачу вечного развития, значит, на уровень именно фактически как бы ваших собственных возможностей или способностей. То есть вы же в данном случае должны сами себе гарантировать, что при любом сочетании событий вы все равно сможете, значит, жить вечно. Ну, представьте, что там могут быть какие-то землетрясения, там сходы лавин, если вы, ну, в горах там, да, если не в горах, в любом другом месте, какие-то события. Вот в этих событиях нужно жить вечно. Следовательно, получается, что нужно четко дифференцировать, что может повлиять на данную систему, да, управления, а что как бы, ну, несущественно, не следует на это обращать внимание. Так вот, на что не следует обращать внимание, человек должен знать сразу и всегда. То есть есть механизм, который существует совершенно однозначно, совершенно четко, что с ним такого никогда там отрицательного не происходит, и он должен знать это сразу и всегда. И вот это есть там, где душа и дух человека действуют в одном направлении, именно действуют против некого там негативного события. Как только вы эту точку обнаруживаете, все, дальше можно событием не заниматься вообще. На всякий случай можно проконтролировать еще несколько раз, там, 2-3, 5 раз максимум. И дальше уже можно идти как бы следующий уровень, да, управления. Тогда
получается, у человека возникает определенная гарантия того, ну, перед собой, да, прежде всего, что он, человек просмотрел, значит, перед собой определенную систему событий, и, в принципе, эта система такова, что он, значит, своим личным управлением выбрал определенный путь, и этот путь начинает реализовывать. Так вот, в данном случае основным уровнем управления является то, что человек сам выбирает себе путь, когда он точно знает, например, ну, какие признаки не нужны ему для там, вечного развития, что нужно в сторону вывести, что нужно там продолжить. И вот личный выбор, да, личный выбор своего пути, это и есть то, что вот, ну, мы назовем там, например, свечением души в бесконечности. То есть душа светит в бесконечность. Тогда человеку это нравится. Вот когда человеку, например, нравится такое управление, там, так скажем, свечение, то получается его физическое тело уже, ну, в общем-то, можно так сказать, светящееся вместе как бы состоянием души, и светящаяся душа, значит, увеличивает управление, как, например, там можно увеличить пролонгацию звука там, за счет волевого действия. Здесь внешний свет, да, души или там внутренний свет души, как свет воли, и свет тела, они могут слиться внутри физического тела или, например, внутри души. И вот мы пришли к такому понятию, что существует понятие внутри души. Значит, когда мы, например, начинаем анализировать, а где же тогда это внутри души, потому что чем глубже человек попадает в структуру души, тем как бы больше он просто воспринимает сам свет. Приближение к свету души просто это свет реальности, который становится более насыщенным. И получается, что если мы захотели попасть внутрь души, мы должны прежде всего рассмотреть следующую личность, то есть ну, того человека, на которого вы хотели бы посмотреть. И исходя из этого, вы через его состояние, да, начинаете, значит, действовать своей собственной душой. То есть душа действует, когда вы видите, понимаете или помогаете другому человеку. Более активно в этот момент она действует. То есть получается, что совокупный уровень управления в вечном развитии – это уровень, когда есть действие души, направленное, да, на добро, на развитие, и при этом здесь совершенно четко технологически видно, что центр души, именно вот, как бы радикальный центр души существует, но для самой души. То есть душой вы это видите, а, предположим, перевести в мыслеформу, это получается, что вы переводите как бы только отражение того, что вы видите. И вот когда, значит, вы говорите, ну, что там есть уровень, где сливается душа и тело, это можно проследить, и начинается свечение, ну хорошо, это все понятно, идет сливание, где вот тот свет, который, например, есть от вечного тела, да, где этот свет в этом случае. Так вот, здесь получается, что мы имеем вечное развитие, когда человек познает то, что его внутреннее состояние души – это все его внешние события, которые, причем он сам хотел. И рано или поздно он начинает понимать, что ведь по сути-то он не хотел отрицательных событий там, кому-либо или там, себе. Бог как делает? Он, в принципе, ставит управление, но он сам себе может не строить какие-то отрицательные события. И вот здесь начинается как раз-таки тот уровень, когда человек начинает уже познавать собственную душу, почему душа поставила такие задачи, да, перед ним, почему душа определила, например, там, ну, такое свойство тела, как реагировать на собственную душу. И когда вы начинаете видеть, что душа видит как бы центр, да, самой себя через соседний сегмент, то есть она фактически смотрит, в общем-то, одним и тем же инструментом, ну, тем, который можно соотнести как с инструментом, да, она как бы вот работает, так и действует через собственную структуру. То есть
механизмом познания является сама материя и структура души. И вот поэтому видно действие Бога, значит, регламентирующего фактически движение души в бесконечность через структуру фактически как бы внутреннего там, вечного развития, где сама душа самой себе показывает вообще, что она делает. То есть в душе есть все события. Следовательно, она сама себе показывает, сама же строит, и получается, что мы попадаем в автономную систему, где действие Бога — это есть все-таки в том числе и внутреннее действие души. Там, например, макросозидательного плана и с этим уровнем решения своих вопросов. Как по моему учению, обязательно действие через макросозидание происходит. Получается, что исходя из этого мы видим следующий закон как бы, вот, развития реальности в плане именно обязательно вечного развития, что мы имеем фактически здесь уровень полной реализации души через макродействие, где макродействие локально проявлено в виде конкретных там, локальных действий, и эти конкретные локальные действия, они фактически в любом уровне проявлены как полная форма человека, но через восприятие уже духом. Вот как дух воспринимает, например, человек. Если мы такой вопрос поставим, можно воспринимать душой человека, ну, тот же самый человек, да? Духом, в принципе, тогда там оптическое восприятие просто как бы видоизменено. Но если душа воспринимает человека напрямую, как бы в виде того статуса, ну, который является наиболее привычным, то восприятие, например, человека духом или там сознанием, это уже другое восприятие, там больше логика, связи и так далее. Получается, что человека можно воспринять ну, там, бесконечным количеством способов, по сути. Ну, в принципе, как и любой другой объект информации, но у человека есть разница, что когда два соседних сегмента души, где один сегмент, например, это ну, там, зрение души, другой сегмент это само событие, начинает взаимодействовать, мы понимаем, что внутреннее взаимодействие можно перевести во все внешние фактически системы. То есть получается, что мы имеем дело с тем, что вот внутренние системы развития человека фактически, да, они одновременно развивают структуру внешней реальности. Если вот проследить, здесь такой закон, значит, что сколько да, людей родилось за определенный интервал времени, какие произошли изменения там, в макрокосмосе, там, например, да, на Земле, то можно построить линии, совершенно четко связывающие рождение конкретного там, человека с внешней средой. И получается, что вот это вот внутреннее проявление, из внутреннего свечения, значит, идущее в структуру, например, там, бесконечного развития, это проявление такое, что вы видите, начинаете видеть практически то, как связаны разные объекты реальности на уровне Бога друг с другом. То есть человек, если, например, остается в стороне, то он может видеть, как связана, например, там, поляна с деревом, да, или там пылинка с поляной и так далее. И мы начинаем видеть, что каждая форма сознания может быть различной, ну, та, которая воспринимает, но при этом мы имеем определенную интегрированную структуру, где разные совершенно системы связаны, например, там, на определенных оптических законах. Если мы возьмем ну, совершенно произвольные понятия, свяжем, вот любые просто взять, первые попавшиеся понятия в оптические величины, за счет их свечения, этих слов даже от них, то мы видим, что существует совершенно универсальный закон, по которому любое сочетание событий приводит именно к вечному развитию. Это важный закон жизни, где, в общем-то, на примере там, каких-то 10 случаев или больше вы убеждаетесь в том, что такой закон работает, да, например, но можно одно дело убедиться, другое дело четко знать, там, да, реализовывать систему или там, технологию. И получается, что в этом случае вы видите, что
Вот реализация сама технологии управления в этом случае заключается в том, чтобы вот корневой уровень души, да, глубинный уровень души воспринимал все внешние события так же, как и душа воспринимает самую себя. Причем в корневой системе и во внешней одновременно. То есть как бы оценивать себя с внешней стороны и знать, что управление происходит в корне этой системы. И при этом вы начинаете видеть, что тогда все внешние признаки системы, да, управления, любые оптические проявления, это всего лишь навсего собственный как бы выброс души в информации, выброс оптической фазы души. Хотя душа при этом остается неизменной. И исходя из этого, внешний мир — это информативное проявление, которое оставляет мир неизменным практически. И внутреннее проявление — это то, что мир человека может быть регулируем со стороны такого процесса, как система как бы взаимодействия с внешним миром. Вот как бы возникает определенная граница, которая построена так, что часто протекают какие-то новые явления, новые события, но это и есть событийный уровень Бога, который тоже любое явление строит как бы фактически сам. И вот когда человек полностью осознает структуру управления такую, что значит, он все должен строить самостоятельно, то все попадает под управляющую фазу, и вы получаете то, что интегрированный уровень восприятия реальности, то есть фактически любой элемент реальности, его можно тоже назвать интегрируемым уровнем, то есть таким совокупным уровнем, он четко обеспечивает вечное развитие и вечную жизнь человеку. Когда максимальная концентрация приводит к какой-то одной там локальной мыслеформе, эта мыслеформа — это как некая там защита человека, то есть когда человек практически значит, при любых системах развития начинает двигаться все время в сторону вечного развития в любом направлении. То есть как только он распознает, что любое значит, направление, любое действие — это есть структура его вечного развития, то он становится свободным, двигается куда он захочет и знает, что в этот момент он вечно живет и будет жить вечно. Да? То есть именно выделение вот этого централизованного как бы фактора во всей информации, по отношению к которому движение дает вечную жизнь. Но в центре данной информации может находиться Бог, единый Бог, который значит, дает знания, и при движении к которому получается такое вот, например, там, всеобщее развитие. То есть имеется в виду, что любой центр управления построен по тому принципу, как построен как бы уровень, что ли, вертикальной фазы управления, где внешняя информация, она обрабатывается, там потом аккумулируется и делается управление, идущее от вас, например, в бесконечность. Так вот, чтобы быть людям уверенными, что никакое отрицательное управление не произойдет, вот эта автономная область, значит, которую он управляет человек, должна постоянно сужаться в структуру как бы некого внутреннего центра. И этот центр, может быть, даже он может быть возле кожи, не обязательно там внутри человека, но близко к человеку. Этот центр при сверхконцентрации образовывает возле него просто пространство событий мира. И исходя из этого, мы вполне четко здесь видим, что вот это вот самое пространство, оно практически такое, что вы начинаете видеть, как вообще Бог строит внешнюю реальность, фактически для своего там, вечного развития, как бы, да? Значит, хотя почему как? Потому что у Бога все равно это есть, поэтому вы можете видеть только аналогично, то есть можете как бы догадываться, что, например, у Бога, видимо, это вот так, да, делается. И получается, что вот этот вариант как бы мышления, да, догадки, откуда возникает мысль как догадка некого там значит, действия, да, то есть и мы догадываемся, что значит, то есть искусственно как бы выводим управление и считаем, что вот мы там, человек может догадаться по совокупности признаков, что происходит какое-то действие. Но догадка — это есть
как бы внешние, то есть это ваше личное действие, а есть управление и есть, например, личное действие. Вот когда в любом действии, включая, например, там, личное действие, вы все время получаете вечное развитие, то фактически вы уже вышли на статус контролируемый вами, именно статус вечного развития, который практически значит, таким образом реализовывает, что ли, так, по отношению к вам управление, что вы можете совершенно четко сказать, что когда вы вот этот постулат познаете, что любой элемент есть носитель вечного развития, то вот именно получить такой элемент можно из любой, вообще говоря, внешней среды. И хотя вот это усложненно, там, например, может быть воспринято как многообразие, которое содержит там разные формы там, ответов, да, вопросов, и в принципе, значит, это многообразие еще может саморазвиваться, то вы видите, что вы попадаете в саму структуру жизни, то есть в центр жизни, в корень жизни, и при всем при этом уже тогда жизнь становится вечной, потому что вы находитесь в структуре, значит, той проекции, что ли, своих знаний на реальность, что вы фактически начинаете знания олицетворять собой. То есть вы приходите к тому, что ваше физическое тело это и есть знание. Ну, например, у Бога физическое тело — это все знания мира, хотя это физическое тело, да, одного человека физического. И получается, что когда вы начинаете видеть вот эти связи, то получается тело изначально, значит, заложенное в плане там, развития как вечное тело, значит, правильно развивается и значит, фактически дает уровень, что ли, собственного правильного развития, когда тело самостоятельно также опознает будущее, как, например, душа, дух, сознание, то есть тело обладает собственным уровнем там, разумности, да, значит, определенного уровня действий. И возникает тогда такой процесс, что когда человек где-то, например, бывает, ну, там, идет в одном направлении, потом ему не хочется, он меняет направление или какие-то ситуации возникают. Это как раз-таки уровень, способствующий изначально, вот, по сути, по данной технологии, именно вечному развитию человека, но при этом, при всем, получается, что какие-то вот внешние события, которые происходят, да, возле человека, когда он реализовывает свой там, внешний мир, то есть строит как бы внешний мир, они таковы, что человек может проследить в каждом случае свое личное участие. И в связи с этим получается, что, как я вот и говорил в лекции, что вот проследить личное участие — это важный уровень управления, где вы практически как бы делаете управление таким, что тогда вы точно управляете всей реальностью, и вот это вот именно вечное развитие является гарантированным фактором в этих условиях. И вот когда вы начинаете видеть управление, ну там, например, в бесконечность, то есть вот какая вам разница, если вы можете управлять, значит вы можете взять и посмотреть, например, там, в бесконечности в каком-то очень отдаленном будущем свою собственную конструкцию, да, управления, и там конкретно поработать там, с физическими вещами, да, в том времени, то вот здесь получается, чтобы это произошло, вы должны сначала гарантировать себе вход в будущее, а потом уже его, как бы, этот уровень реализовывать. То есть имеется в виду, что вы можете, ну, так скажем, в логическом плане говорить, что вы вечно живете, когда контролируете там любую клетку, да, любое событие, вот в логике процесса. И когда вы начинаете видеть вот это вот встречное, что ли, движение, значит, через контроль мышления, да, и наоборот построено вами пространство и двигается к вам, именно вами построено, то вот здесь возникает структура действительно реально вечного развития, которая сама по себе, она существует, и вы находитесь как бы в полюсе вечного развития, но при этом вот технологически вот этот обобщенный уровень использования разной информации для вечного развития, он срабатывает в данном случае как то, что ваш как бы элемент, который существует непосредственно, да, как вот ваше вечное развитие, это ваше, а все другие элементы
ну, значит, кроме того, который вы рассмотрели, например, в первом импульсе восприятия, это элементы как бы внешнего мира. Получается, что так же, как делает Бог, Он разделяет мир на две части в структуре восприятия. То есть Он себя дифференцирует по постоянному уровню действия по отношению к миру. Тогда он, получается, находится в таком системном виде. Да? И когда вы делаете аналогично и стараетесь увидеть, что, например, там, ваш мир, он, собственно говоря, по определенным параметрам не отличается от мира, например, любого другого человека в плане, вот, например, там, ну, вечного развития, то вы можете передать любые знания совершенно, значит, без потери там, качества, так скажем, за счет понимания, потому что вы выходите именно на однотипный уровень управления, где управление фактически одного типа — это тот уровень, где можно определить присутствие Бога, потому что Бог всегда действует однотипно, как одна личность, там, и поэтому, исходя из этого, однотипность — это и есть действие вместе с Богом. И когда вы начинаете это видеть, то следующий уровень управления, где вы рассмотрели однотипность как вот проекцию разных элементов реальности в текущее время, то в будущем вы вполне можете увидеть такую структуру управления, когда все элементы реальности имеют вот что-то аналогичное, да, тому, что сделали вы. То есть каждый элемент реальности имеет определенную структуру вечного развития, где эта структура также базируется на определенных системных связях. И если вот по аналогии на эти связи посмотреть, можно видеть, каким образом в будущем человек, ну, возле себя развивает цивилизацию. То есть можно посмотреть через как бы микромир, посмотреть в будущее, потому что микромир — это считается более устойчивая величина часто и в основном. И получается, если мы его, например, правильно там применим, мы видим тогда все будущие процессы. А почему так происходит? Да? Потому что ведь минимизация, можно, в общем-то, рассмотреть и макромер, но в данном случае я говорю о микромере, потому что минимизация доводит управление до того, что настолько, например, маленькое место, да, отправное, что у человека как бы текущего времени в управлении нет, да, он все время в будущем временем живет. Потому что если выдавить как бы систему из текущего времени, систему управления, то получается она попадает только в будущее. В прошлое для нас она попасть не может, потому что прошлое считается в коллективном сознании, что это малоконтролируемый уровень именно для прямого управления. И получается, что попадает в будущее, хотя как только начинает реализовываться будущее, может открыться картина прошлого. То есть, но через структуру, где контроль будущего точный, вот как раз-таки картина прошлого откроется тогда точнее. И чтобы прошлое было совершенно четко, да, открыто 100%, так же, ну, как было воспринято там, теми людьми, которые участвовали, да, в этих процессах, необходимо выделить такой аспект управления, что когда мы имеем дело, например, со всеми там, будущими процессами как бы разных направлений, разных позиций, то здесь, в принципе, возникает такой аспект, что будущее может быть как векторное, да, например, там, величина, развивающаяся в одну сторону, так и постоянно, ну, многонаправленная величина, которая меняется в зависимости от того, как вы мыслите. И вот когда вы научитесь менять структуру будущего от мышления путем вот той технологии, которую сейчас я дал, при этом я даю на той скорости, которая необходима для освоения именно следующего действия структуры будущих событий, да, более оптимальным. То есть здесь надо еще уметь преподносить информацию, чтобы даже то, что вами сказано, например, да, то, что вами произнесено, это бы использовалось для, опять же, вечного развития. То есть, получается, можно сказать слово, выделить некую там квинтэссенцию из этого слова, и это слово
является строителем там следующей конструкции. При этом вы самоуправление как бы не уменьшаете, не преуменьшаете никак, потому что срабатывает некий матричный принцип, высоко энергонизированная там светящаяся система, если она выбрасывает какое-то количество света, свет никак не влияет на ее состояние. Ну, проще говоря, если значит, некая критика проведена там, значит, неправильно, да, то получается, что это, в общем-то, достаточно беспроблемный вариант, потому что идет некое выталкивание негативной информации, да, с точки зрения бесконечного там, будущего развития. И вот исходя из этого, если мы рассмотрим, например, принцип управления такой, что вы, например, там, видите все будущее развитие как развитие там, лично себя, да, всех людей, как действие всех людей, то вот действие Бога — это есть уровень, который развивается навстречу вам. И получается, что все совокупные признаки как бы, внешнего управления — это тот уровень, что просто-навсего надо идти по линии максимальной концентрации именно вечного бесконечного развития, опознавая предварительно этот уровень. Следовательно, уровень опознания — это, в общем-то, уже специальный, но менее там, энергоемкий уровень. Значит, под вечное развитие значит, подходит, получается, любая внешняя система, а вот она может переводиться там, универсальную через там, электронные средства или мысленные, за счет мышления человека. И получается как раз-таки место, где могут жить люди, в принципе, ну, при этом вся система вечного развития такова, что импульсом вот этой вечности является сам человек, то есть его именно свечение там, проталкивает вот эту, да, физическую информационную реальность. И получается, что за счет этого мы имеем достаточно интересный уровень фактически личного контроля за ситуацией. То есть человек контролирует свой как бы, глубокий внутренний мир, и при этом он, значит, может контролировать любую другую внешнюю ситуацию для самого себя. И, значит, вот этот свет вечного развития — это тот свет, который, в принципе, на самом деле, он таков, что он, в общем-то, даже может быть продифференцирован как бы, как в оптическом диапазоне, как все-таки некий специальный свет. И можно сразу идти по этому свету, там, не удаляясь в какие-то другие структуры. Главное научиться распознавать вот этот именно свет вечного развития и как он векторно светит. Кстати, там происходит так, что он светит прямо часто на физическом уровне, и поэтому совершенно четко виден конкретный вектор. И как бы дальше, когда вы уже видите, что свет, например, ну, определенный именно свет вечности такой, что вы учитесь в нем ходить, ну, собственно, вот если там вода, там неглубокая, там по плечи человек может учиться ходить там в этой воде на каких-то там, например, там специальных системах, ну, которые, может быть, неустойчивы, а вода, предположим, придает устойчивость, да? И вот когда мы рассматриваем вот эти вот именно системы, ну, как некие там, взять табуретки, да, поставить металлические воды и по ним вот пройти сильное течение, то вода начинает смывать. Если табуретки деревянные, то их как бы ну, начинает поднимать, да, и так далее. И вот возникает некая такая неустойчивость. Например, мы рассмотрим такую картину в бассейне, да, тогда получается, вот как человеку пройти через эти все движения, значит, при этом сохранив стройный ряд, ему надо идти именно по табуреткам, например. Так вот, исходя из такой вот конструкции или концепции, здесь важно выработать следующий уровень, что внутри любой динамической системы, которая там является, ну, условно, там, табуреткой или любым другим уровнем подвижным, всегда существует уровень, который контролируется человеком, фактически как в нем, как бы в мыслительном, что ли, плане самом, то есть как он о себе думает, мысль включает некую подмысль, так и получается во всей внешней реальности за счет, ну, как бы макросистемы внешних связей. И получается, что когда вы
находите вот даже в любой динамической системе, я вот до этого говорил о статичной больше системе, находите именно узлы вечного развития, которые соответствуют лично вам, то проблем нет. Все свечение, которое идет на вас, это соответствует вам. И вы спокойно идете в любой статичной или динамичной системе. Вам надо просто в любой вещи выделить структуру вечности, которая направлена на вас. Тогда любое управление совершается очень быстро. И я, как сказал, выделение структуры вечности достигается путем вот того уровня познания, где рассеянная система дает однотипное свечение, ну и другие системы управления, где однотипность свечения — это есть действие Бога, и виден сам Бог, да, действие управления. То есть таким образом вы можете вполне определить совершенно корректную линию управления. Главное увидеть, что идет свечение лично на вас, что это лично ваше. И тогда действительно вы будете спокойно, вечно развиваться, потому что вы знаете, что вы правильно двигаетесь. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.